Вы знаете, ребята, я так расстроен, очень сильно придавлен, можно сказать, потому вот эти вот травли, которые устроили в мой адрес, хохол тупой, что ты лезешь и так далее. Самое глупое, что это те же люди, которые просили меня: Толя, займись-ка нашими. Эх, у нас такого не хватает. Ну вот, занялся. Ну и теперь получаю эту ужасающую травлю. И поэтому принял для себя непростое решение. Вместо Мочилова 4 раза в неделю буду теперь трахать 7 раз в неделю. Дорогие друзья, в Украине, как вы знаете, модны переименования. Переименовывают улицы Пушкина, Толстого, называют именами Бандеры, Шухевич и так далее. Но несправедливо забыты люди, которые сейчас приближают победу Украины. Эти люди, возможно, не на первых ролях, возможно, на Першому национальному канале про них не расскажут. Но именно эти люди сделали все для того, чтобы вооруженные силы Украины славно выгоняли из городов абсолютно не обеспеченных ничем военнослужащих Российской Федерации. Именно эти люди приложили все свои усилия для того, чтобы победа была как никогда близка. Эти люди ездят по Москве. Иногда на Бентли, иногда на Роллс-Ройсах. Те граждане, наемные или по своей воле желающие вписываться за своих собственных воров, потому что они свои, родные, возможно, этого не понимают. Но военная сфера в Российской Федерации – это клондайк. Министерство обороны – это просто долбанный клондайк. Возможно потому, что Россия входит в пятерку лидеров по величине военного бюджета. Он равен 65,9 миллиардам долларов. А еще Министерство обороны Российской Федерации, равно как и Росгвардия, может засекречивать свои закупки. Вы представляете, какое это поле деятельности? И эта практика это нормальная. И в мире тоже так принято, потому что, секретность есть секретность. Но здесь это работает просто. Знаете, что рассекретило эти закупки? Война в Украине, когда все увидели, помните, небезызвестного Чмоню. Он у меня, в принципе, на картинке к этому видео изображен. Чмоня. Итак, смотрите, друзья, есть 5 способов сравнительно простого обворовывания военного бюджета. Если бы не война, об этом бы никто не узнал. Серьезно. На бумагах все четко. Я думаю, главному показывали бумаги. Это там просто армия беспилотников летела. Армия надводных беспилотников. Да там что только не летело, я думаю. Летели бабки. Итак, способ первый. Находишь огромнейшее предприятие, принадлежащее Минобороны Российской Федерации, и банкротишь его. Нехитрым способом, потому что, в принципе, курирующие органы все свои. В 2016 году наш герой обнаружил такое предприятие. Совхоз Нурнинский. Фишка в том, что все открыто. Компанию Нуринский с 2016 года обанкротил бывший владелец Агропром. Заявление в суд о банкротстве, согласно материалам дела, подписаны нынешним заместителем главы Минобороны Тимуром Ивановым. На тот момент именно он возглавлял компанию и его материнскую структуру Оборонстрой. Знаете, из-за какой суммы обанкротили? Это колоссальное предприятие. Обанкротили его из-за крошечного долга в 2,7 миллионов рублей. Инициатором этого банкротства стал наш как раз таки герой, замминистра обороны Российской Федерации Тимур Иванов. Но чтобы вы понимали, предприятие Нурнинский имеет в своей собственности землю площадью 57,5 тысяч гектаров. Мы тут подсчитывали, это вроде бы как площадь Андорры и Лихтенштейна вместе взятые. Такой себе совхозик. Кроме того, этот совхозик с такой колоссальной площадью, вы поняли, банкротство 2,7 миллионов рублей, находится на границе с Китаем. То есть вы представляете, какое стратегическое значение имеет эта земля. И не факт, что ее еще и китайцам не предложили. Знаете, под каким-то хитрым предлогом. В тот же год, когда банкротилось такое колоссальное предприятие, Тимур Иванов вместе с женой в императорском яхт-клубе праздновал день рождения, не помню кого, жены, его не имеет значения. Имеет значение то, что за одно выступление Меладзе заплачено было 4,5 миллиона рублей. Могли просто попросить Меладзе выступить в 2 раза короче. И спасли бы 57,5 тысяч гектаров. Но вы что, шутите? И вот земля, эта бесценная земля, выставляется на продажу
треть земли выставляется за 512 миллионов рублей. Вы все еще помните, да, что послужило причиной банкротства? 2,7 миллиона, я напомню. Появляется никому неизвестное частное предприятие, которое говорит, мы готовы купить треть этой земли. Частное предприятие называется «Энергомаш Холдинг». Принадлежит частному предпринимателю Андрею Калинину. На момент покупки трети огромнейшего предприятия, принадлежавшего еще вчера Минобороны Российской Федерации, частное предприятие имело прибыль за год 163 тысячи рублей. Располагалось скромно на втором этаже какого-то там комплекса в Москве. Дело получило широкий резонанс. Власть РФ вынуждена была начать проверку правомощности такого банкротства. Однако комментировать результаты оценки они отказались. Что дальше случилось с этим несчастным предприятием из 57 с чем-то там тысячами гектаров бесценной земли? Неизвестно. Об этом история умалчивает. Потом вдруг внезапно все замолчали. Но если мы проверим по реестрам, то мы можем понять, что дело замминистра обороны было завершено все-таки успешно. Предприятие успешно ликвидировано. А вот недавно в Кронштадте, вы представляете, выставлен на продажу, абсолютно внезапно, имущественный комплекс 18-го арсенала ВМФ Российской Федерации. И находится он в исторической части Кронштадта. Тут я начинаю что-то такое. Кронштадт, историческая часть. Ксения Шойгу, она же как раз таки занималась реконструкцией этой всей исторической части, но ее почему-то не заинтересовало легендарный имущественный комплекс 18-го, понимаешь, легендарного арсенала ВМФ. Не нашлось времени на реконструкцию. Да и бог с ним, как говорится. Да и бог с ним. Сколько там у него площадей, то это, знаете, как бы нам не особо важно, особенно в исторической части. Там рестораны потом будут красивые, к примеру. Но это все-таки долгий способ. Долгий способ, от него можно устать. То есть надо создавать искусственно задолженность, суды, пересуды. Ну как-то муторно это, да. Хоть и работают, конечно же, в Министерстве обороны много людей как раз таки вот по этой стезе, как разворовать все. Но есть способ дедовский, как говорят, дедовский способ, проверенный годами, десятилетиями. Просто списывать со складов все ненужное. Ну вот это вот что нам нужно разве? Списали. Министерство обороны Российской Федерации решает избавиться от старого металлолома, от старой какой-то ненужной техники. Для того, чтобы пополнить бюджет, продать и пополнить бюджет. Когда они посчитали, что количество цветных металлов в этом металлоломе составляет сумму в 4 миллиарда рублей, они передумали пополнять бюджет и решили отправить эту технику на заводы. Но не указали на какие. И так никто и не узнал, вы представляете? Но это была какая-то плохая техника, реально плохая. Не та, которая сейчас на фронте у россиян. Потому что та, которая на фронте, а там все новое, там такое, оно с иголочки, знаете, как говорится. Там вот статью читаю в Смоленской газете, да, 2 Урала, 43-206 и МТЛБ Вооруженных сил Российской Федерации проскочили мимо танка ВСУ невредимыми. Вполне может быть, что танк ВСУ был просто не на ходу, ну и без экипажа. Что такое МТЛБ? Это свежая разработка, ну не так давно, 1964 года. А что такое вон тот вот автомобиль, который тоже проскочил? Это 77 год. Но знаете, как говорится, Урал, он же работает, ну как бы функционирует. Ну и безотказно же вроде. Так а чего же его менять тогда? Нормально. Правда, из-за того, что она устаревшая, эта техника, после распада СССР ее уже не выпускали, то есть более 30 лет. Ну то такое. Второй вариант. Берешь бронежилеты, рассматриваешь их, там где-то ржавчина, где-то что-то там это самое. Говоришь, все. Солдаты могут пострадать, их необходимо срочно списать. На одном из таких списаний старья, инициированном Тимуром Ивановым, вы должны понимать, что Сергей Шойгу это отлично знает. Это его зам. Сергей Шойгу в курсе всего этого. И я так думаю, что об этом знают очень многие люди. Так вот, он списал и продал третьим лицам на 14 миллионов рублей взрывчатых веществ. Каким третьим лицам? Куда это отправилось? Никто не знает. Там еще был продан металлолом на 41 миллион рублей. Но самое крутое, это земельно-имущественный комплекс в Балашихе с начальной стоимостью лота в 2,4 миллиарда рублей. Представляете, что это такое? Комплекс в Балашихе.
наверное, не представляете. Да и не надо нам это представлять. Главное просто верить в святое руководство. Следующий вариант воровства. Государственные программы. Такие программы происходят регулярно. Вот 16-17 годы, где-то на 75 миллиардов рублей было увеличено материально-техническое обеспечение вооруженных сил. О, это был громкий скандал. В результате к журналистам попала ведомственная переписка. Ее даже выкладывали. И вот мне говорят, что на сайте РБК она даже была, но статья была приведена в негодность, и эта переписка куда-то пропала. Но там описывается, в чем, собственно, фишка. А фишка в том, что Министерство Российской Федерации погашало за счет военной программы услуги жилищно-коммунального хозяйства. А что самое интересное, оплачивать такие услуги нужно было еще и за пустующий жилфонд. Вот блин, да? В 2016 году таким образом было украдено 8 миллиардов рублей, в 2017 21 миллиард рублей, то есть 29 миллиардов рублей. А это все отображается на сегодняшних касках 1945 года, в которых воюют отдельные военнослужащие, на отсутствие сносного обмундирования, на отсутствие техники и все остальное. Принял такое решение, вот эти вот деньги были направлены на погашение каких-то услуг ЖКХ и еще и за пустующие помещения во многом. Вот принял такое решение департамент, которым руководит Тимур Иванов. И что думаете, что-то с ним было? Нет. Способ четвертый. Смотрите, даже если ты миллиардер и зарабатываешь просто миллиарды с каждого скачка, это не значит, что ты должен проходить мимо возможности украсть меньше, но стабильно, как говорится. Очень интересная история. Поставкой твердого топлива для Минобороны Российской Федерации его подразделения занимаются две фирмы. Они в квартире на задворках Хабаровска расположены. Восток Опт и Воятель. У компании основной вид деятельности торговля фруктами. Серьезно. А уставной фонд 20 тысяч рублей. Это легко проверить. И, начали журналисты разбираться и вдруг увидели, что военные части покупают дрова, которые стоят 7 миллионов, за 19 миллионов. Когда об этом узнали правоохранители, они подумали, хорошо бы за это кого-то посадить, потому что скандал будет на всю страну. И тогда департамент, которым управляет Тимур Иванов, выдал 2 козлов отпущения. Вот они, сажайте. И их посадили на несколько лет. Скандал с этим распилом дров, в прямом смысле слова, да, выявил новые формы воровства. Была вскрыта целая схема, целый пласт. И тогда к ответственности был привлечен Николай Батурин, полковник, который только по одному контракту с этими воятелями и Восток Опт заработал 153 миллиона рублей. Они, правоохранители задержали Батурина, пришлось уйти в отставку замкомандующего Восточным военным округом по тылу. Все ниточки, конечно же, вели к одному человеку, к Тимуру Иванову и его команде. Его команда и его шефом является Шойгу. Конечно, они не могли не знать о таком распиле, но их не коснулась карающая рука правосудия. За них сидели другие. Кто же их, он же там с Путиным рыбачит. Вот. У меня все пока что. Но я же обещаю, я с темы спрыгивать не буду. И буду продолжать. Потому что у каждой каски дырявой, которая гвоздем пробивается, у каждого сбора на носки, а уже объявляют, что они собирают собачью шерсть на носки. Собачью шерсть, мать его. У этого всего, конечно же, есть имена и фамилии. Равно как имена есть у тех дебилов, которые сказали, что надо совершить вот такой вот воинский поход, да, который до сих пор совершается. У меня все, друзья мои. Спасибо за внимание. Пока.